Время 6 утра, и мы заселяемся в наш новый отель в городе Гродном. Мы сюда приехали, и нас сразу же заселили. Здесь есть ранний подъем, что очень удобно для нас. Сейчас не такое хорошее освещение, как будет днем, поэтому самое интересное на зоне ресепшн я покажу вам уже в светлое время дня. Нас быстренько заселили, очень услужливый персонал. Здесь есть доска звезд, которые останавливались в этом отеле. И он просто на английском не говорит, типа, блин, говорит, я не мог подойти к тебе, ты так, типа, улыбалась, и такая счастливая идешь на фоне, типа, всех этих хмур. Давайте пройдем в наш номер. Он у нас очень просторный. Сразу же покажу вам ванную и туалет. Здесь у нас зеркало, есть шампунчики, есть гель для душа, мыло, все с заботой положили. Полотенчики чистые, халатики, тапочки, все уютненько, унитаз и новая сантехника, отлично работающий душ, горячая вода. Кстати, на входе здесь есть большой шкаф, где можете разместить свои вещи, кондиционер. Здесь у нас зона, так скажем, рабочая. Здесь есть сервиз, есть чай, сахар. Также у нас огромный рабочий стол с полочками, чайник и воду, которую приносят каждый день. Помимо того, что номер просторный, он еще и очень светлый, потому что очень много, а из этого окна открывается вид на центр города Гродно. У нас большая двухспальная кровать, а еще мне знаете, что нравится по-особенному? То, что здесь такая картина, знаете, вот именно старая, как выглядел Гродно в давние времена. У нас есть телевизор, множество каналов. Также вы можете заказать еду в номер. Здесь есть меню. Помимо этого у нас 2 тумбочки. Хорошо работает Wi-Fi. Так, и еще я хочу отметить одну важную деталь. Здесь есть гладильная доска и утюг, и удлинитель, и одеяло теплые. В общем, с заботой персонал отеля все предусмотрел, за что им огромное спасибо. Ребята, мы пришли на завтрак. Здесь у нас есть овсяная каша, куриный бульончик, вареные яйца, кукуруза, фасоль. Также есть, смотрите, яйца фаршированные, овощной салат, омлетик вот этот вот вкусненький, жареное яйцо, бутерброд с беконом, овощи, сосиски, колбаски. Здесь различная нарезка. Посмотрите, целых 3 вида сыра, блинчики, картошечка. Завтрак, как мы любим. Друзья, вот в таком небольшом составе сегодня мы гуляем по городу Гродно. Как-то у нас Артем с Кириллом не выдержали такой насыщенной поездки, решили сегодня передохнуть. Ну а мы не будем терять этот день и прогуляемся. Вышли из нашего отеля и видим драматический театр. Этот театр так красуется в центре города, что невозможно не обратить внимание на него. Очень красивое здание. Мы шли издалека и пытались угадать, что это такое, но в итоге вы увидели, что это драматический театр. Сейчас мы любуемся на пожарную башню. Раньше она очень помогала людям. Впервые ее построили в 1885 году, но она была деревянная. В 20 веке ее перестроили. Сейчас сохранилось то, какой она была. Войны не затронули данную башню. Говорят, что вообще в этом городе пожары это было частое явление, и смотровой постоянно наблюдал за тем, чтобы в городе не было пожаров.
а если они были, то вовремя всех оповещал. Внутри сейчас находится музей, можно его посмотреть. Очень многих интересует фреска, расположенная в этой пожарной башне. На них изображены сотрудники этой пожарной башни, пожарные в форме разных лет. Кстати, если посмотреться к этой фреске, можно увидеть среди сотрудников еще и женщину. Это никто иная, как Мона Лиза. Совсем рядом с пожарной башней, буквально напротив, находится большая синагога в центре города Гродно, которая датируется 16 веком и была построена итальянским архитектором. В общем, у нас план такой: мы сегодня гуляем и заходим в магазинчики. О, мне кажется, что это чисто тема Динары, магазинчик. Динара, скажи, пожалуйста, почему ты сразу направилась к розовому? Знаете, что такое? Барби-кор. Невозможно вам прийти. Так и манит. Мне кажется, здесь вообще очень много... Ой, вот эти кашпо прикольные. Угу. Правда, магазин хорошего настроения. Ой, я вот обожаю вот такие штуки. Почему они очень качественные? Али пытается угадать, что это за аромат. Это соевые свечи, они разная упаковка, и в том зале у нас есть еще немножко другие баночки, там с деревянной крышечкой, самое интересное. Спасибо. Ну, первая версия была, что слива, конечно, но... Давай еще два варианта. Ну, кисель, я не знаю, вот кисель какой-то напоминает. Что это такое? Табак, мандарин. Табак, мандарин? Да, а теперь принюхайся, и ты поймешь, что есть нотки табака. Ну, да. Сейчас зашли в магазин «Белорусский Лен». Он очень популярен в этой стране. Здесь можно купить в качестве сувениров различные полотенчики, одежду. Огромный выбор. Причем, знаете, вот вещи такие прям стильные. Смотрим всю эту красоту. Смотрите, полотенчики, какие красивые. Какой красивый фарточек. Вот сейчас хочу купить своей маме в подарок. Очень красивый. Вот эти красивые, но, знаете, это как в виде набора какого-то, какие-то напечатанные, поэтому мы стараемся выбирать то, что нам больше по душе. И одежду очень много тоже интересной в стиле бохо. Я просто вот прям в восторге. Вот эту юбку я прям даже бы взяла. Здесь чеканят монеты на удачу. А здесь же можно начать осмотр нового замка, либо старого замка. Мы решили, что мы начнем со старого замка, как это делают большинство туристов и экскурсионных групп. Правда, сейчас немножко стало поменьше туристов, потому что все пошли уже в другую сторону. Поэтому мы сейчас идем на территорию старого замка. Здесь действительно красота. Как ваши впечатления, ребята? Очень интересно выглядит снаружи. Хотелось бы узнать, как выглядит внутри. Вот здесь немножко почитать про старый замок. Режим работы с 10 до 6 и в понедельник не работает. Кстати, с весны 2014 года ведутся работы по реставрации этого замка, поэтому вход туда очень ограничен. Купили билеты в старый замок и сейчас пошли его осматривать. По пути фотографируемся среди всей этой красоты. Вот здесь еще очень стильно выглядит там, где вход. Ну что, эксперты, скажете, выбито или нарисовано? Мне кажется, выбито, да? Да, выбито. И немножко подкрашено, да, наверное? Ну, выбито и подкрашено, естественно. Сейчас реставрационные работы. Изначально черное было, все покрыто белым. И потом выбивается до черного уровня и получается рисунок. Ого, ничего себе! Гравировка такая. Очень круто, спасибо большое за информацию. Можно наблюдать за
реставрационными работами, которые происходят на территории старого замка. Много из всего это просто новодел. Совсем скоро здесь еще будут новые постройки, а пока можно пройти в музейную экспозицию, прогуляться по обзорной площадке. И по приказу короля Стефана Батория на месте готических укреплений был возведен замок в стиле Ренессанс. Была построена новая надвратная башня. Это вся история. Оборонительных стен возвели галереи, по которой из личных покоев короля во дворце можно было попасть в башню, где находились бани Галеватского зала. В общем, изучив историю данного замка, можно сказать следующее. Он строился, разрушался, потом снова строился, потом снова разрушался. Поэтому он сейчас имеет собой вид некого такого лоскутного одеяла, потому что есть и новодел, и какие-то старые постройки. Пока это все в какую-то единую историю не объединено в единый такой архитектурный ансамбль. Но работы ведутся, и я думаю, что через еще какое-то количество лет это все будет таким единым интересным культурным объектом. На территории старого замка есть сувенирный магазин, где можно приобрести интересные вещи, которые будут напоминать город Гродно. Очень на маленького олененка похоже сейчас. Королевские покои. Ну, брали тоже это колледж нет. Смотрите, какие интересные потолки. Нам пришлось присягнуть здесь. Который он не обещал внимания, должен... Ну, сейчас должен был проходить продолжить. Сейчас мы ходим по музею, смотрим на различные экспозиции. Многие из них реставрированы, многие из них просто копии. Наблюдаем за тем, как проходили раскопки. Смотрите, как качественно в XIV веке делали кожаные сапоги, что сохранились до сегодняшнего времени. Даже уги. Так, что нового ты узнал? Ничего, красивые коридоры, интересные изразцы там дальше из цветного стекла. Да, действительно, достаточно живописно. Здесь вот какие-то люди собирают все покойную. Тоже, как мы видим, что это выгравировано в камне. Пожарная башня, в которой мы гуляли час назад. Здесь магазинчики, в которых мы были. И сейчас с ребятами пойдем в новый замок, он совсем рядом со старым. Главное, из старого замка мы переходим в новый замок. Можно и так, да. Можно столик заказать.
А, мы в Бресте заказывали просто столик, да? Здесь выращивают дерево мира. Перед входом то, что мы видим. Высажено в День Конституции Республики Беларусь 15 марта 2023 года. Год мира и созидания. Теперь на территории нового замка находится Гродненский государственный историко-археологический музей. Сейчас мы еще подумаем, ходить нам на экспозицию или нет. Или мы пойдем гулять просто по улице Советской, как говорится. Мы решили не идти в историко-археологический музей, потому что там снова картины, причем это и современные авторы. Думаю, что мы уже достаточно нагулялись по замкам в Гомеле, вот, поэтому решили сейчас это пропустить. И ребята хотят посмотреть ярмарку самоцветов. Я скажу честно, мне это не так интересно, поэтому сейчас передам камеру Али и Динаре, и они вам подробно все там покажут. А пока Тома решил немножко отдохнуть, мы с Динарой отправились на выставку самоцветов. И Динар что-то еще присмотрела. Ощущение, что здесь умерла мушка. Мне кажется, так и есть. Это как в янтаре, не знаешь, бывает. Я забыла, что это за камень. Ну, это на яхонту похоже. Здесь из разного камня есть кубки, сувениры, подсвечники, ну и вообще любая утварь, которая только придет в голову. Оникс где? Вот это. Вот обратите внимание, оникс. Когда покупаешь кольцо, конечно, очень важно не ошибиться с размером. Если оно будет меньше, оно будет сжать. Если вообще налить, если будет больше, будет слетать с пальца. Поэтому вот такой вот мерный инструмент, он всегда в помощь. Ну, конечно, если размер знаете. Если не знаете, то дело ваших рук. Вот так вот берем, например, понравившееся кольцо и, зная размерную сетку, надеваем. Вот это вот кольцо 18 диаметра. 17,5, вернее. Правильно? Нет, я соврал. Это 16. Это мой размер. Твой размер? Ну, жаль, что твой муж с нами не пошел. Сейчас идем к красивому собору. Выясняем, как он называется. Это костел обретения Святого Креста. В каком году построен? Есть? Костел был основан в 1595 году, и также его называют монастырем бернардинцев. Посмотрите, какая красивая архитектура у данного собора. Выполнен в таких, знаете, матово-желтых оттенках, ближе к песочному. Действительно, очень красивый крест и находится напротив драматического театра, который у нас сейчас проходит. Решили посмотреть, как выглядит книжный магазин.
Сейчас наконец-то к нам присоединятся Артем и Кирилл, которые вроде как выспались, наотдыхались, наболтались. Они, видимо, соскучились друг по другу. Где они? Ты уже видишь их? А? Отельный. Да. Наш отельчик. Напротив парк с фонтаном. Мы живем в самом центре, поэтому буквально до всех достопримечательностей нам по 5 минут. Да? Даже ближе. Ходим вообще не спеша. Наслаждаемся хорошей погодой, как сказала Динара, провожаем летние денечки, чтобы встретить потом новые где-нибудь на зимовке. Здесь находятся уютные киоски, где можно купить пиво, сидр, квас. Мы решили в такую жару попить немного кваса. Алия, а сколько квас стоит? 3 белорусских рубля. Это за 2 стаканчика или за 1? 6 за 2, получается за 1 За 1 за 3. 3. Угу. Динара, которая единственная закупилась в книжном магазине, теперь складывает свои аккуратно открыточки. Говорит, у меня столько друзей нет, сколько открыток, поэтому что придется? Придется себе оставить. А сколько стоит одна открыточка? Расскажите, пожалуйста. Ой, очень-очень мало. Рубль с копейками. Ну, это получается 30 рублей 40. Сейчас мы подошли к собору Святого Франциска. Это, кстати, один из 3 храмов, который носит название Малой Базилики в Беларуси. Находится всего лишь в 100 метрах от нашего отеля. Присоединились мы с Артемом к нашей группе, которая уже гуляла полдня. И тоже немножко сейчас все вместе уже прогуляемся. Вот, допустим, сейчас мы находимся на, наверное, главной центральной улице, улица Советская в городе Гродно. Что-то типа местного Арбата. Она тоже называется Советская, так же, как в Бресте. Вот в прошлых выпусках вы могли наблюдать, мы тоже снимали эту туристическую улицу, но такая же есть и в городе Гродно. Улица Советская начинается здесь. Это пешая улица. Сюда нельзя заезжать никакому транспорту. Здесь огромное количество кафе, ресторанов. Здесь также играют уличные музыканты. А еще посмотрите на эту чудесную каменную укладку. Действительно ощущаешь себя словно в Европе. Можно заходить в различные переходики, смотреть, что там есть интересного. На этой улице можно купить сувениры местных мастеров. Кто-то делает из камня, кто-то делает из дерева. Очень много всего красивого. Я все смотрю на дощечки, я все смотрю на подносы, знаете, для меда, для орешек. Ну, страшно вести, потому что тяжеловато, а у нас может не хватить багажа. Так, ребята у нас сейчас зашли в Крама Лёля. Интересно, что они там делают. Модные сувениры. Что-нибудь приглянулось? Да, много различных каких-то безделушек, хендмейд, сувенирчиков. Здесь также можно купить натуральный пёс, джем, различные другие сувениры ручной работы. Посмотрите, сколько всего красивого. Так, друзья, обратите внимание, здесь есть вот такие вот, на первый взгляд, абсолютно обычные игральные карты, но на самом деле это точная копия колоды, которую в начале 20 века здесь на выставке разработали и презентовали. Здесь вместо, ну вот все карты с картинками, допустим, короли, это князья Великого княжества Литовского и другие исторические фигуры. Посмотрите, какие стильные заведения. Вот, например, пирожня. Очень красивая. Кстати, похожие мы видели в Литве. И даже там перекусывали пирожками. Изящные балкончики. Очень круто, прям Европа. Ага, посмотрите, вымощенные улочки, домики аккуратненькие. Я думаю, это человек, единый это просто архитектурный ансамбль.
люди, даже более, так сказать, интеллигентно выглядящие. Почти никто не ходит в сланцах. Как в Анапе, блин. А во второй части нашей прогулки по городу Гродно мы устроим небольшой гастрономический тур. И начнем его с винного бара «Эсперанто». Для того, чтобы открыть бутылку с окажем, нам нужно найти на бутылке швы. У нас их два. Бутылка скрепляется с двух частей. Как вы можете его видеть, он есть с двух сторон, так что не принципиально вообще с какой стороны открывать. Вы можете его пощупать для того, чтобы найти его, почувствовать бутылку. И для того, чтобы открыть бутылку с окажем, мы будем держать ее вот таким вот способом. После такого мастер-класса, как ее правильно открыть? Смотрите, получилось достаточно аккуратно. Первый раз с мюзли открываю бутылку, но под вашим чутким руководством все получилось на все 100. Очень красивый срез у вас получился. Слушайте, я немножко на нервах и волнении, когда открываю бутылку, оговорился. Вот мюзли – это то, что вокруг бутылки вот этой вот проволочкой огибает шампанское. А метод, который мы вот открывали, это называется сабраж. То есть вот, когда мы выбиваем, по сути, вместе с горлышком пробку, это вот такой метод сабраж. Под давлением она вылетает, и потом остается такой вот красивый сувенир. За улыбки Кирилла. Нам принесли наши закуски. Это восточная закуска вместе с хлебушком чипата, также карпаччо из говядины и каперсами. И, наверное, такое самое сладенькое – это запеченный сыр камамбер с ягодным соусом. После великолепных закусок нам принесли основные блюда. Здесь у нас ризотто с грибами и трюфелем, и паста, также тунец, щечки с картофелем. То есть пока наслаждаемся их внешним видом, а скоро приступаем уже к дегустации. Я уже попробовала свое ризотто, и я хочу сказать, что это одно из самых вкусных ризотто, которые я пробовала в своей жизни. Очень нежно, очень вкусно. Это идеальное сочетание белых грибов и трюфеля, оно великолепно. Если резюмировать, то это заведение одно из самых лучших во всей Беларуси, на мой взгляд. Все было невероятно вкусно, при том, что я очень привередлива. Я попробовала блюда, которые я обычно не ем, и мне действительно понравилось. Помимо этого, здесь невероятно красиво и очень приветливый персонал. Трюфель. Очень плотная консистенция, напоминает пирожное картошка именно по плотности, но вкус гораздо более элегантный, такой очень шоколадный. Ну, вот, как это делюкс-версия привычной нам конфеты трюфель. После нашей дегустации вкусных блюд и вина в винном баре «Эсперанто»
мы решили еще немножко погулять и посмотреть на достопримечательности Гродно, которые у нас попадутся по пути. Сейчас мы приметили очень красивый собор, о котором расскажет Динара. Прямо за мной находится костел Благовещения Пресвятой Девы Марии, который был основан в 1634 году и представляет из себя памятник архитектуры в стиле раннего барокко. Продолжаем гулять, друзья! Вперед! Артем, как тебе новый вид транспорта? Понравился? Ой, эти велосипеды очень хороши, очень хороши. Бесплатно, много времени и сил не отнимают. И далеко не уедешь. Далеко на них не едешь, это правда. Мы решили еще прогуляться вечером по улице Советской, посмотреть на нее в такое, знаете, интересное время, когда выходит множество музыкантов, уличных артистов, посмотреть на активный период, так сказать, этой улицы. По пути встречаем красивые здания, например, вот этот отель, ресторан, необычная архитектура. Я тебя зову, говори, конечно. А мне кажется, сейчас стало наоборот меньше. А мне кажется, что сейчас стало наоборот меньше таких продавцов, да? По-моему, здесь вот стояли, торговали три палаточки, да? Просто говорят, что вечером на этой улице еще более активно. Сейчас мы с вами это и проверим. Я думаю, что сейчас просто промежуточный этап, потому что рабочий день закончен, и те, кто продавали здесь воду, соки, какие-то сувениры, платки, они закончили свой рабочий день и ушли. А сейчас придут новые? Абсолютно точно. Сейчас небольшой перерыв, потому что первые уже ушли, а вторые, кто сюда приходит потусить, для души поиграть, попеть, они еще не пришли. Поэтому я думаю, что вот мы сейчас вот в эту такую... Перерывчик попали. Да. Кстати, нам порекомендовали сходить в дворик джаза. Вот сейчас мы пришли, но узнали, что концерт только начинается с 7 часов вечера, а у нас в 6:30 уже заказан ужин в нашем отеле. Да, кто знал, как говорится. Сейчас пытаемся увидеть уже те детали, которые мы не видели при первой прогулке. Вот, например, посмотрите, какая большая карта всего города Гродно. Динар говорит, кто бы мог подумать, да, что Али любит белорусский лен. О, а здесь не просто. Так, Али начал выбирать себе рубашки, по всей видимости. Опять смотрите, такие же сувенирные кружечки, которые мы видели. Несколько картин. Полотенчики. Али присматривает все себе рубашку, но не может найти подходящий размер. Че, Али, нет твоего размера, да? А как тебе качество рубашечки? Расскажи. Да, очень хорошие. Вот я бы накупил бы льняных вещей, но белорусы, они, видимо, ведут здоровый образ жизни, и все подтянутые, худые, на меня ничего не шьют. Так же, как в Минске, так же, как и в городе Брест, здесь также есть магазин «Красный пищевик», где можно купить кондитерские изделия местного изготовления. На кофейне. А нам нужен вот этот ресторанчик. В общем, мы решили еще раз покушать сегодня, потому что время вечернее. Утром мы уезжаем уже в Минск, возвращаемся. У нас будет поезд. Олег говорит, надо поесть. Ну, естественно. Куда без этого? Между прочим, на этом ресторане есть наклейка, которая обозначает, что здесь есть... Что? Короче, здесь проходит Октоберфест, между прочим.
сказал себе, салатик какой-то вот тут с курочкой, значит, китайским салатом, видимо, огурцами солеными и стручковой фасолью. Такой, мне кажется, вполне себе классический вариант салата из того, что под рукой, но это не значит, что он не будет восхитительным. Сейчас мы его попробуем. Пожалуйста. Все приборы завернуты в салфеточки. Пробуем салат. Соус такой немножко перечный, пикантный. Все это вместе образует единую такую симфонию блюда, поэтому мне очень нравится, я рекомендую. Такой ли он у тебя вкусный, как наш греческий салат, Али? Я заказал себе греческий салат, потому что я люблю легкий салат. Попробуем. Соответствует дополнительным критериям. Артем, ты случайно не на ПП? Нет, я просто люблю легкий салат. Ровно то, каким должен быть греческий салат. Ничего лишнего. Все. Ну, а как насчет нашей большой тарелки? Али? Кстати говоря, если у вас греческий салат испортился, вы не спешите его выкидывать, он теперь древний греческий. Ну, конечно. Да, тут у нас пивная закусочка. Обратите внимание, сырные пальчики такие вот. Здесь арахис в панировочке. Это острый соус томатный. Греночки. Вот такие вот, я не знаю, что это хворост не соленый. Не сладкий, вернее. Вот это, значит, картошечка, курочка и, конечно же, куда без сосисочек. Это жаркое называется жар-птица. Казалось бы, мифическое название, к чему оно? А это к тому, что оно приготовлено по старому рецепту. Здесь картошечка, зелень и мясо птицы приготовлены в сливочном соусе и достаточно ароматно. Ну что ж, горячее блюдо, так называемые колдуны с мясом. Ну, очень хорошо, что я, конечно, проголодался к этому времени. Все-таки прогулки по городу Гродно очень много сил отнимают, поэтому хорошо подкрепиться – это залог успеха, я считаю. Итак, что из себя представляют колдуны? Колдуны – это некие котлеты, сделанные из картофеля. Начинка мясная. Напоминает зразы, которые у нас всем известны. Давайте попробуем. Вы знаете, сложно будет оторваться, потому что картошку я люблю, мясная начинка великолепна, а здесь еще и соус подается. Грибной? Грибной, сливочно-грибной соус. Ну, блюдо, правда, смотрится великолепно. Украшен петрушечкой, зеленью. Так вот все это блестит. Куда без драников в белорусском ресторане? Потому что у нас осталось всего пару дней, и надо брать над Беларусью по максимуму. И драников в частности. Ну, вы, наверное, могли подумать, что на этом все, но нет, друзья. В конце нашего вечера мы еще приехали в кальянную, поэтому покажем вам еще одно заведение в городе Гродно. Ну что, заходим? Пройдемте, друзья.